Всем привет! Сегодня у нас вторая часть обзора на новую радиосистему от компании SIY Uni-RC7. И начнем мы ее с установки воздушного юнита на дрон. Установка и подключение. В первую очередь, что хочется сказать по поводу разъемов относительно старого юнита. На мой взгляд, здесь все улучшилось. Во-первых, как я ранее говорил, два LAN-порта, распиновка здесь не поменялась. То есть вы можете без каких-либо проблем подключать сюда старые коннекторы от камер, от коммутаторов. С этим проблем не будет. А вот UART и S-Bus порты, они поменялись здесь. И основное изменение здесь в том, что убрали плюсовой контакт, который, в общем-то, не использовался. То есть, если раньше был TX-RX еще плюс и минус, то сейчас остался только минус, то есть земля, плюс убрали. И то же самое касается порта S-Bus. Он сейчас вообще двухпиновый у нас, сигнал S-Bus и земля. И это на самом деле правильно, но коннекторы придется здесь использовать другие. Поэтому я сейчас взял свою тестовую EXU, на которой тестирую все оборудование, и убрал здесь старый юнит. У меня здесь остался коннектор от коммутатора сетевой, я его буду использовать таким, какой он есть, без изменений. Кроме этого, мне пришлось заменить кабель для подключения юнита к полетному контроллеру, по которому телеметрия Mavlink идет. Вот он здесь трехпиновый, а здесь в телем один порт подключается. Этот кабель я взял из комплекта нового Uni-RC. Просто отключил старый, подключил новый. И то же самое касается S-Bus. Вот, он у меня просто разветвлен, здесь запараллелен с камерой, поэтому я просто перекинул сам коннектор двухпиновый вот на эти же провода и буду их подключать. В остальном изменений никаких нет, за исключением еще и питания. Смотрите, я здесь припаял к плате питания XT30 коннектор, вот такой. Здесь значительно все упростили насчет питания. Здесь есть также ответный XT30 порт. И что больше всего меня радует, что здесь предельное входное напряжение 76 вольт. То есть вы можете вплоть до 18S батарейки подключать в этот юнит, и ему ничего не будет, он будет прекрасно работать. Поэтому после подготовки всех коннекторов я просто сейчас на двухсторонний скотч юнит приклею и подключу к нему все необходимые провода. А дальше перейдем уже к настройке, биндингу с вот этим пультом. Итак, вот таким образом устанавливается юнит у меня на двухстороннем скотче. Я решил здесь в качестве новинки попробовать и задействовать сразу два порта LAN. У меня вообще здесь стоит коммутатор, вот он, штат. Но я решил расширить возможности и подключил вот в один порт сам коммутатор, через который у меня подключается AI-модуль второго поколения, вот от него кабель. А также во второй порт я подключу камеру A2 Mini. Вот у меня коннектор от этой камеры. И таким образом я получу еще один свободный порт вот здесь в коммутаторе, смогу подключить какое-то еще стороннее устройство, тот же AirLink, к примеру. Что касается антенн, их теперь тут 4 штуки, и в 2 раза сложнее располагать их на дроне. Но я их буду также располагать на лучах. Я уже распечатал еще вот такие вот два крепления для пигтейла. И чтобы мне их получше завести, провести вон там, я открутил вот здесь вот абсолютно штатным образом. Откручивается вот такая вот прижимная пластина. Это сделано так же, как на юнитах DJI O3, к примеру. И вы здесь можете получить доступ к антеннам 2,4 ГГц, потому что это будет у вас актуально даже на обычной версии не Pro. И здесь у нас стандартные два UFL разъемы, а пигтейлы на 5,8 у нас на MMCX антеннах. Поэтому мне сейчас будет очень удобно их отсоединить и провести провода от пигтейлов коаксиальные так, как мне нужно. А так в целом вообще SIY, как всегда, ни в чем вас не ограничивает и предоставляет максимальные возможности в плане антенн. Вы можете подключить к UFL разъемам какие-то свои 2,4 ГГц антенны, либо подключить более короткие пигтейлы, либо более длинные. То же самое касается MMCX, можно подключить напрямую угловые какие-нибудь антенны.
5,8 ГГц, например, те же антенны от DJI, если вы будете устанавливать данный юнит на, к примеру, небольшой какой-то самолет. Поэтому сейчас я завершаю уже сборку, и мы перейдем к подключению и настройке данного юнита. Итак, после установки переходим к небольшой настройке данного юнита. И в первую очередь это касается привязки его к нашему пульту Uni RC7. Вообще с завода эти юниты шли привязанными. Ну, по крайней мере, у меня я подключил, у меня пульт увидел, загорелся зеленым. Но в приложении Uni GCS почему-то не отображалась телеметрия. И я просто его перебиндил, и стало все нормально работать. Поэтому, если у вас какие-то несостыковочки, там что-то не так отображается, лучше перебиндить юнит с завода. Как это делать? Мы открываем приложение Uni GCS. Ну, в общем-то, это алгоритм очень похож на то, как мы раньше биндили в SIY TX. Здесь просто биндим в SIY GCS. Так, пропускаем вступительное окно. И вот здесь переходим во второй пункт в настройке пульта. Прокручиваем вниз, находим пункт «Система». Выбираем здесь, какой юнит мы хотим привязать. Ну, вот, допустим, первый юнит. Далее, в самом низу есть кнопка «Привязать пульт». Нажимаем ее. Пульт начинает сигнализировать о том, что он вошел в режим привязки. И далее все стандартно. Нужно нажать кнопку. Как видим, статусный индикатор, который ближе к кнопке, мигает красным. А вон там у нас находится и сама кнопка, которую нам нужно нажать. Сейчас я ее нажму и немного подержу, пока красный огонек не начнет мигать. Вот, сейчас он замигал, можно отпустить. И вот сейчас все, огонек загорелся зеленым, лампочка. И пульт у нас перестал пищать. И написал здесь, что привязка выполнена. Вот, собственно говоря, и все. Далее мы уже здесь можем получить и телеметрию, и изображение. Нужно выбрать подходящую камеру. В моем случае я выбираю камеру А2 мини. И вот уже картинка с нее пошла. У меня прожектор с пульсацией, поэтому камера отображает такую вот картинку. Сейчас я его отключу. Вот, собственно говоря, привязка завершена. И сейчас давайте я вам покажу, как обновлять данный юнит и как обновлять пульт. Ну, вернее, юнит мы обновлять не будем, новой прошивки не было. А вот пульт я уже обновил. Так, ну а сейчас давайте я вам покажу, как правильно обновлять прошивку на новой серии пульта. В общем-то, обновление самого юнита осталось прежним. Мы подключаем по USB его и в ассистенте выбираем прошивку и обновляем. Но при обновлении пульта есть ряд нюансов новых достаточно, связанных с его особенностями. Итак, ну, во-первых, для обновления мы используем нижний порт Type-C. После подключения у нас выскочит вот такое вот окно, что подключен USB Type-C, и он нам предлагает закрыть видеопоток и открыть передачу данных с Type-C. То есть здесь имеется в виду, это окно говорит о том, что если мы нажмем ОК, то этот USB-порт будет у нас функционировать как порт системы Android. А если мы нажмем Cancel, то у нас здесь получается этот порт будет подключен к внутреннему UART-адаптеру для общей, так сказать, системы. Если мы обратимся в диспетчер устройств, то увидим, что у нас STM Virtual COM порт здесь появился. Это вот как раз об этом и говорит. Далее, смотрите, мы запускаем стандартное приложение SIY Assistant. Тут все как в обычных пультах. Версия 1.45 подойдет. И как видим, что у нас уже значок загорелся зеленым. Но у нас здесь не видны сами модули для обновления. Да, они не появляются. То есть, как бы ассистент видит, но не видит сами модули для обновления. Что в этом случае нужно сделать? Нужно в программе Uni GCS проверить ряд настроек. Во-первых, мы заходим в пункт передачи данных. Тот, который у нас отвечает за передачу на UART-порты. Я не знаю, почему так. Не могу пока объяснить. Но здесь не должно быть выбрано тип порта Upgrade, то есть порт для обновления. Он не должен быть выбран, то есть должно быть выбрано что угодно, UDP, Bluetooth или UART. Я сейчас выберу здесь Bluetooth.
И теперь, если я переподключу, я сейчас USB от компьютера вытащу. Вот, пропал порт, подключаю заново. И вот, пожалуйста, сейчас программа ассистента видит нужные устройства для обновления. То есть смотрите внимательно, чтобы у вас в этом пункте, а также еще проверяйте пункт система. Вот здесь удаленное управление через SDK. Также не должно стоять обновление, пункт обновления. Должен быть либо Bluetooth, либо UART, либо UDP. Я не могу сказать, почему нужно действовать именно так. Ну, возможно, этот пункт обновления у нас включает обновление беспроводное. А у нас здесь проводное подключение. Может быть, с этим связано. Ну, а дальше, когда вы уже получили нужное устройство, тут уже по старой схеме. Выбираем файл прошивки. Сейчас вот появилась актуальная версия 1.2.12. Это прошивка пульта. Выбираем ее и нажимаем Upgrade. У меня она обновлена уже. Была здесь версия 1.2.10, сейчас версия 1.2.12. То есть далее все как обычно. То есть вот такой вот нюанс существует при подключении и при обновлении нового пульта. При обновлении юнита таких нюансов нет. Вы его просто подключаете по Type-C и обновляете. Отдельно я хочу поговорить о телеметрии на данном пульте. Конкретно о пункте передачи данных. Как я уже говорил в обзоре, у нас здесь предусмотрены два порта UART на воздушном юните, я показывал, да. И вот как раз вот эта настройка передачи данных у нас и отвечает за настройку этих портов. Порт 1 и порт 2, там написано передача данных. И вот смотрите, в чем здесь нюанс. Так как я подключал телеметрию Mavlink к первому порту, соответственно, настройки будут использоваться только вот в этих первых двух строках для этого порта. Если вы подключили во второй, то, соответственно, используются настройки второго порта. Поэтому мы сейчас второй порт не будем трогать. Поставим его сейчас на апгрейд обратно, чтобы он как бы нам не мешал выбирать другие пункты меню, потому что одновременно, например, UART и UDP выбрать не получается с Bluetooth. И теперь смотрите логику работы портов вот в UniRC 7. Если я сейчас ставлю на тип порта 1 UART, то есть серийный порт, мы переходим далее на вкладку, которая у нас отвечает как бы за автопилот. И вот здесь вот есть пункт соединения, да, телеметрии. Мы должны выбрать здесь последовательный порт и нажать кнопку «Соединить». И сейчас у нас, если телеметрия с полетного контроллера подключена, то пойдут загружаться параметры. Вот, как видите, они пошли загружаться. И вот после загрузки мы теперь видим всю телеметрию, в том числе вот и напряжение, и потребление. Также здесь есть и дополнительные функции, то что внизу, да. Как бы все понятно, все хорошо. Но что если мы хотим использовать не программу UniGCS, а программу, ну, например, тот же Q-Ground Control? И вот здесь возникает проблемка. Смотрите, во-первых, мы обычно как делаем? Мы создаем здесь в настройках подключения. Я нажимаем кнопку «Добавить», выбираем здесь тип Serial, но он нам пишет, что порт недоступен, хотя мы его выбрали в настройках. И вот это как бы проблема. Я, то есть, закрыл все приложения, не работает UniGCS, но программа Q-Ground Control все равно не может обнаружить и этот порт. То есть система, видимо, дает монопольный доступ к этому порту только для приложения UniGCS. То же самое касается и UDP. Если мы выберем в настройках порта UDP, у нас также не получится подключиться. Я это проверял. Поэтому какое здесь может быть решение? Всего лишь нам нужно здесь выбрать тип передачи данных Bluetooth. Все дело в том, что здесь в пульте есть два Bluetooth. Один от системы Android, а другой от радиочасти. И получается, что вот здесь мы как раз задаем параметр, что вся телеметрия с радиочасти будет идти на этот Bluetooth радиочасти. И таким образом мы можем соединить Bluetooth Android с Bluetooth радиочасти. Да, вот так вот это как бы странно звучит, но это реально так работает.
Может, с одной стороны, показаться, что это какие-то костыли, но на самом деле это вполне себе неплохое решение в том плане, что вы можете с этого Bluetooth раздавать не только на Bluetooth этого пульта, но также и на какие-то другие устройства. То есть здесь в Comlinks вы настраиваете уже подключение Bluetooth. И как видите, у меня здесь уже найден, я то есть нажимал скан, и после того, как он обнаружит устройство, нужно выбрать вот это вот устройство Blue, и дальше идут цифры, ну, видимо, серийный номер Bluetooth. Мы его выбираем, и как бы с ним уже проблем нет. Мы нажимаем кнопку Connect, и обязательно проверьте, чтобы у вас был подключен вот здесь вот Bluetooth Android, да, и уже видите, там мне уже начало приложение говорить, уже пошла загрузка, то есть нет никаких проблем при использовании QGC. Скорость передачи данных и надежность передачи данных абсолютно такая же, поэтому вы можете без проблем использовать этот Bluetooth в Q-Ground контроле. И более того, вы можете его использовать также и в UniGCS, то есть вам здесь уже просто нужно выбрать в настройках подключения не последовательный порт, а Bluetooth. И далее, так как вы его уже связали, да, вот он у нас самый верхний, да, подключать, он также к нему подключается, и пойдет сейчас загрузка телеметрии, и также будет работать и в этом приложении. Такой вот нюанс. Кроме того, вы можете, конечно же, подключить сразу два мавлинка с полетного контроллера. Один, допустим, во второй порт, а другой в первый. И первый настроить на UART, а второй порт настроить на Bluetooth. И, соответственно, будет у вас работать сразу на два приложения. Ну, тогда вам придется задействовать два порта. То есть, в принципе, варианты подключения достаточно большое количество, и вас никто ни в чем, по сути, не ограничивает. Но просто знайте, что вот теперь вот такие вот нюансы работы с телеметрией в новом пульте Uni-RCC. Итак, ну и прежде чем мы поедем в поле тестировать радиосвязь, я хотел бы еще пару слов сказать о разрешении трансляции. Как вы помните, в прошлых пультах серии МК у нас как бы тут двоякая была ситуация. У нас с одной стороны был пульт маленький МК-15, который имел Full HD экран, но он был маленький, 5,5 дюйма. И был у нас МК-32, ну он и сейчас, конечно, есть 7-дюймовый экран, но HD. И я летал и на том пульте в режиме HD в 720p, потому что, как я уже сказал ранее, на маленьком экране особой разницы я не видел, а 7-дюймовый более крупный экран просто не мог Full HD отображать. Здесь у нас ситуация поменялась, и сейчас мы имеем, в принципе, большой достаточно Full HD экран с диагональю 7 дюймов. Это, опять же, касается только моей Pro-версии. В обычной версии там у вас экран будет 720p. И вот я решил наглядно показать вам такой небольшой тест. Я расположил камеру ZR-30 на дроне. И напротив установил вот такую вот диаграмму, которая у нас определяет, ну, используется для тестирования разрешающей способности камер. И вот сейчас я наглядно вам покажу разницу. Я не стал записывать видео с экрана пульта, потому что это малоинформативно. Я также мог бы с МК-15 записать, там тоже как бы Full HD, но вам нужно посмотреть именно как это выглядит со стороны, чтобы вы понимали четкость именно вот в размерах самого дисплея, а не просто там запись экрана. Итак, я сейчас вот максимально близко установил камеру телефона и снимаю экран Uni-RC7. И как видите, здесь вот на диаграмме, вот здесь можно различить, ну я не знаю, как там YouTube пережмет, но видно, что вот здесь есть промежутки между линиями. Также обратите внимание, вот здесь вот они расширяются, да, практически до самого конца можно проследить, что они раздельны. Сейчас режим передачи изображения 1080p. И теперь я переключаюсь на 720 и следите, что будет с линиями. Как видите, все смазалось. Вот здесь вот все просто стало сплошняком. И здесь линии тоже сложно прям до середины различить. Но мы также можем сфокусироваться и на других элементах. Как видите, вот эта линия у нас практически вся
идет неравномерно такая сплошная, да. Но когда мы переключаемся в режим 1080p, вот, видите, гораздо более четко становятся вот эти вот линии различимы. Также можете посмотреть и вот на эти кончики, например, здесь вот сейчас 720p практически до цифры 7 все смазано, но когда мы включаем 1080p, у нас в принципе проглядывается практически до 9. Это я все вот показываю с экрана самого Uni RC7, для того, чтобы вы понимали, как это выглядит вживую. То есть вот здесь вот на этом пульте имеет смысл летать в разрешении 1080p, разница уже видна. И достаточно сильно видна, особенно вживую. Но опять же, это при условии, что у вас хорошая камера ZR-10, ZR-30 или A8. На камере A2 и на камере R1 такой разницы видно не будет. Там вы можете смело летать в 720p. Что ж, ну а теперь пора переместиться в поле и начать уже тесты дальности. Итак, приехали в поле, чтобы протестировать дальность работы нового пульта. Сейчас будем сравнивать его с пультом МК-15. К сожалению, сейчас я не смогу слетать на дальность, потому что ограничены полеты. Поэтому вот таким вот суровым российским методом будем тестировать на земле. Я установил дрон на крышу автомобиля, и сейчас он поедет туда в сторону. А мы будем наблюдать за уровнем связи и его качеством. А потом я установлю дрон с системой Uni RC7 Pro и уже точно так же повторим тест. Посмотрим, насколько лучше будет связь уже с ним. Я развернул лучи с антеннами и направил их вот таким образом, чтобы они были на расстоянии. В общем-то, их ничто не загораживает. И также будем потом тестировать второй дрон. Итак, поехали! Так, автомобиль поехал, и вот такую картину мы наблюдаем. Дрон как будто бы летит. Сейчас расстояние, и это видно слева вверху, 160 метров. Вот уже 170 по земле. Пока все хорошо. Мы также на карте можем наблюдать его. Пока что качество связи отлично, уже 350 метров, все отлично. Уровень сигнала 67 dBm, 68. Напомню, что при 85 начнет обрываться связь. И вот сейчас уже 74. Ну, в общем-то, это такой стандартный уровень при полетах на дальняк. Расстояние полкилометра. Так, и вот здесь мы уже начинаем видеть замирание, небольшие видео, 80 dBm. Я сейчас выйду из машины. Так, вышел из машины, связь улучшилась до 66 dBm. Прям все стало хорошо. По карте дрон уже довольно-таки далеко уехал, 700 метров. Смотрим, что будет дальше. 850 метров, пока все хорошо со связью. 72 dBm, это частота 5,8 ГГц. Но видимость сейчас четко прямая, абсолютно прямая видимость. Итак, километр 100 и 80 dBm сейчас у нас по уровню связи. Самолет довольно-таки далеко, наш дрон отъехал. Как видим, вот здесь, возможно, чуть-чуть нарушается прямая видимость и уже начинает тормозить связь. Смотрите, 1250 метров, 82 dBm, 83. Я держу МК-32 строго направленными на дрон, но тем не менее связь периодически проседает до 85 где-то dBm. Вот сейчас 79. Километр 400 почти, 1400 метров по земле. Как видите, периодически затыкается линк, затыкается. То есть уже не очень комфортно лететь. Я сейчас отойду от машины вот подальше. Может быть, встану, как-то направлю. Но нет, все равно вот 88 dBm, хотя я четко направляю на дрон. И он как бы не на самой земле, он все-таки едет на машине. Итак, 1500 почти метров. Ну, как видим, уже все, связь пропала на 1571 метре. Чуть-чуть до 1600 где-то не доехала.
Вот я сейчас показываю. Да, все, уже начала пропадать телеметрия, у меня уже пошла перезагрузка параметров. В общем, 1700 почти метров по прямой. Такое вот расстояние получилось. Сейчас вернемся на место и поставим уже другой дрон, оснащенный системой Uni RC7 Pro. И посмотрим, как будет себя вести более новая система. Итак, а сейчас второй тест. Дрон с системой Uni RC7. И как видим, здесь уже 4 антенны. У меня версия Pro. 5,8 ГГц также здесь спереди. А вот 2,4 ГГц по бокам. И тут, в принципе, условия те же самые. Тоже будет чуть-чуть затенять аккумулятор, вот эти вот антенны. Ну и сама рама дрона. Вот, 2,4 антенны, конечно, в более свободном виде стоят. Но здесь минус в том, что они получились у меня ребром. Вот, как видите. Поэтому, по идее, у них диаграмма направленности идет в сторону. Так что условия не совсем идеальные, но тема интереснее. И также стоит отметить, что я сейчас, наверное, начну тест на 5,8 ГГц. То есть я сейчас в Uni RC7 переключу режим на 5,8. И мы сравним именно в диапазоне 5,8, как работает, чтобы прям был 1 к 1, скажем так. Посмотрим, во-первых, насколько будет падать сила сигнала. То есть мы уже знаем, что на 1700 примерно уже минус 85 dBm, минус 83, минус 85. Также мы еще посмотрим, до какого значения будет у нас связь, там до значения минус 100, минус 105 может быть. И далее уже переключимся на 2,4 антенны и посмотрим, сколько уже на них будет связь, на каком расстоянии. Вот такой вот план теста. Ну что ж, поехали смотреть. Итак, поехали. Смотрим теперь, что у нас будет с Uni RC7. Сейчас я также сяду в машину, посмотрим. Так, здесь, к сожалению, нет у нас силы сигнала в dBm в строке состояния, поэтому я буду вам периодически заходить и мы будем смотреть. Вот 75 dBm. Итак, преодолели 200 метров, я пока что еще сижу в машине. Напомню, что система сейчас работает в диапазоне 5,8 ГГц. Я вот тут сейчас вам покажу. Вот стоит диапазон частот 5,8 ГГц. Так, и смотрим, что у нас там по dBm. Состояние связи. Так, битрейт 6 мегабит. 80 dBm. И я сижу в машине. Мне кажется, показатели здесь чуть лучше. Расстояние почти 400 метров. Возможно, все-таки мощность здесь выше. Как и заявлял производитель, буквально там на 100-150 милливатт, но мощность лучше. Итак, 420 метров, я все еще нахожусь в машине. И пока что в режиме 5,8 ГГц не чувствую каких-то проблем со связью. Скорость приема 8,5 мегабит. И вот видим сейчас, что минус 88 dBm. То есть старый пульт уже терял связь, а новый все еще работает. Но напомню, что я сижу в машине и расстояние сейчас уже 600 метров. Ну давайте выйдем из машины и сравним dBm. Так, вышел из машины. Такое ощущение, как будто прям вообще улучшилась связь. Хотя, в принципе, битрейта хватает. Смотрим, 81, напомню, на 5,8 ГГц. И сейчас, в принципе, мы в одних и тех же, считаю, условиях, что и в прошлом тесте. Я сейчас стою так же, как и стоял, на том же месте, на улице. Смотрим, у нас почти 800 метров. И система по состоянию связи показывает 82-83 dBm, 5,8 ГГц. Но напомню, что уже на километре начались подтормаживания у старой системы, а здесь как бы все еще нормально, никаких проблем нет, все плавно, четко движется. Почти достигли километра. Расстояние 1200 метров, и вот тут я затрудняюсь сказать, почему сила сигнала меньше на 5,8 ГГц. Может быть, все-таки есть разница в ВЧ-трактах, а она 100% есть, да, и силу сигнала немножечко по-другому как-то эти устройства интерпретируют. Но главный результат 1300 метров на 5,8 и никаких проблем. То есть, вот сейчас я практически не наблюдаю никаких подтормаживаний. Все плавно едет. Итак, достигли 1700 метров, и связь как работала, так и работает. Смотрим состояние связи. Итак, 95 dBm, все так же уровень сигнала. По моим наземным тестам работает даже на 105, на минус 105 dBm, то есть еще 10 dBm как минимум у нас есть запас. Расстояние
1800 метров, и все как бы работает. Напомню, что диапазон все еще 5,8 ГГц. Скоро уже доберемся до конца поля, вот 2 километра, наверное, метров и еще не более чем 300-400, и на 5,8 ГГц связь отличная. Давайте посмотрим, что у нас там с состоянием связи. 95 дБ, то есть стоит в одной паре, вот уехал уже на какое расстояние, все так же 95. Вот там где-то далеко я держу антенны. 97, 95. Ну тут если покрутить пульт, показания меняются. Вот 92, вот 91. Вот таким вот образом. 2200 расстояние, и я все так же на 5,8 ГГц не ощущаю никаких проблем в связи. Возможно, есть микрофризы кое-какие иногда встречаются вот сейчас, но в целом все так же намного комфортнее, чем на той системе. 90 дБ показывает связь, и битрейт все так же 7-8 мегабит. Итак, ну, в общем-то, добрались до предела. Дальше уже ехать по земле не получится. 2,5 километра вот сейчас. И уровень связи хороший, никаких проблем. Сейчас посмотрим на состояние. Ну, сейчас уже где-то 199, 100. Что ж, ну возвращаемся и далее уже попробуем летный тест. Попробуем все-таки слетать чуть дальше. Может быть, все-таки мы нащупаем какой-то предел. Итак, ну и сейчас давайте попробуем слетать. Также на низкой высоте, но я думаю, может быть, на 3 километра туда вдаль. Или, ну, посмотрим, как по связи получится. Так, дрон взлетел. И, в общем-то, на такой высоте или чуть выше полетим вперед и посмотрим, что у нас там будет по связи. Так, у меня тут камера А2 мини, самопроизвольная, видимо, от вибрации совершает наклоны, поэтому видео будет немного непонятное. Так, пересекли мы рубеж, уже летим над полем, где не ехали. Связь все так же отличная. Лечу я у земли по GPS данные где-то 8-9 метров. Ну, по факту, может быть, чуть меньше, потому что рельеф не совсем ровный. И вот сейчас мы уже скоро долетим до 3 километров. Итак, 3200 расстояние, и никаких проблем со связью нет. Но, к сожалению, дальше я лететь уже не могу, поэтому разворачиваюсь. В процессе разворота, как видите, никаких проблем не было в связи. Все отлично развернулось. И вот на небольшой сравнительно высоте, но вот видите, сейчас лэпы. У лэпа где-то 10 метров там длина, но я где-то на 15, наверное. По GPS у меня показывает 5 метров из-за неровности рельефа. На МК-15 я на такое расстояние не летал. У меня уже где-то там на 1,5-2 километрах, на 2 где-то, уже начинала сильно очень тормозить картинка на такой высоте. Так что очень неплохой результат. Очень неплохой. Я, конечно, хочу еще на самолете протестировать, но нужно тестировать, когда будет свободное небо, хотя бы там километров до 20 хотя бы. Поэтому в рамках этого обзора с тестами дальности Junior C7, наверное, все, мы закончим. В принципе, и так понятно, что прирост составил очень большой по сравнению с серией МК. Поэтому сейчас возвращаюсь домой и сделаем небольшие выводы по новому пульту Junior C7 Pro.
Итак, ну и заключительное мое мнение по поводу данного нового пульта Uni RC7 Pro. Но это не только новый пульт, но еще и новая радиосистема, новые возможности, да. Ну и касательно самого радио, вот то, что мы сейчас тестировали. Как видим, здесь проделана большая работа, связь работает гораздо стабильнее и дальше, чем в пультах серии МК. В первую очередь на это, конечно, влияет работа пульта при более слабом сигнале. Как вы видели, что даже при минус 100 и даже 105 дБм пульт стабильно показывает, в общем-то, картинку, да, и у него с этим проблем нет, в отличие от пультов серии МК, где уже на минус 85 все, связь уже обрывалась. И какая вот здесь была работа проделана, ну, скорее всего, и протокол был как-то улучшен, да, и сама радиочасть, сама аппаратная часть тоже, видимо, стоит более совершенная, которая может спокойно работать при более слабом сигнале, при гораздо более слабом сигнале. И это открывает как раз-таки вот эти вот те самые новые возможности, которые мы сейчас увидели. Кроме того, конечно же, большая заслуга работы на частоте 2,4 ГГц. Хотя вы видели, что и на 5,8 ГГц данный пульт работает гораздо лучше, чем тот же МК-15. Вот в тот момент, когда я тестировал на частоте 5,8 ГГц Uni RC7. Ну, это, конечно, доступно только для версии Pro. Вот здесь вот есть встроенные антенны на 5,8 ГГц, которые позволяют ему с этим диапазоном работать. Но на 2,4 ГГц все, по идее, должно быть еще лучше. И, кстати, что касается штатных антенн. Ну, конечно, я на таком расстоянии в 3 километра ничего там толком понять, почувствовать не смог. Все просто отлично работает, да. Но блогер Архангел RC, который зарубежный, да, он летает на самолетах и тоже протестировал эту систему. У него есть замечательный обзор, где он летал на 27 километров прямо на штатных антеннах, вот на этих, держа просто пульт в руке. Ну, конечно, это была прямая видимость, но все-таки 27 километров. У меня, например, на системе HM30 довольно-таки с трудом удавалось на 20 километров слетать. Причем я использовал патчи довольно-таки неплохие на 17 dBi. Но тем не менее. Поэтому у данного пульта очень большие перспективы, хорошие заделы. Huawei сделала себе для новых, возможно, каких-то продуктов, да, которые выйдут наверняка с данным протоколом. К сожалению, у нас не поменялась никак задержка, ну, потому что, видимо, фундаментально все-таки система вот эта Wi-Fi моста, так называемого, она осталась как и прежде. Это как дает свои минусы, так и плюсы. То есть минусы — это высокая достаточно задержка, но опять же она не выше того же DJI Mavic 2, который у меня есть, и совершенно нормально летать на большом каком-то дроне с такой задержкой. А плюсы, которые дает эта архитектура, то что вы можете по сути любую камеру с RTSP, и не обязательно камеру, при желании можно и какой-то другой источник видеосигнала подключать и транслировать на большие расстояния. Ну, по внешнему виду и эргономике подробно в первой части я все рассказал, не буду повторяться, все классно, все удобно. Я не летал в этом обзоре с камерой ZR-30, но за кадром я уже полетал, пощупал этот джойстик в деле. Поверьте, все соответствует ожиданиям, да, и, конечно же, на моем канале еще будет много видео, я уверен, с этим пультом, где в них вы еще не раз увидите данный пульт, и я подробно расскажу о своих ощущениях и впечатлениях от взаимодействия там с органами управления или с полетами на дальние расстояния, которые, я надеюсь, в ближайшее время нам разрешат. Поэтому вот такая вот вторая часть основного обзора на эту систему у меня получилась. Надеюсь, было интересно и полезно. Всем спасибо за просмотр. Пока!